Здравствуйте! Поговорим сегодня о том, что еще объединяло светлых монголов, делая их единым устойчивым этносом. Для этого рассмотрим структуру общества. Когда заходит речь о великих завоевательных походах Чингисхана, сразу же возникает представление о многочисленных, но разрозненных, полудиких, скотоводческих племенах, живших в примитивном обществе, с примитивным хозяйственным укладом и исповедующих шаманизм. Предполагается, что этот примитивный образ жизни не помешал им в исторически короткий срок практически вдруг сорганизоваться, выдвинуть из своих рядов великого полководца Чингисхана и покорить и удерживать в подчинении половину цивилизованного мира. Так в общих чертах выглядит позиция официальной исторической науки. Хотя человеку далекому от нее в эту версию трудно поверить. Каждый понимает, большая война, далекий поход – это во мне грабительский набег на соседнее племя. Здесь нужны серьезные навыки взаимодействия в рамках четкой общественной системы, отработанная стратегия, тактика ведения боя, снабжение армии, разведка, то есть военная школа победы. Это навыки, которые передаются из поколения в поколение. Без них не то что другую страну, на футбольном поле победы не одержать. И вообще, как в такой примитивной среде могла сформироваться личность, подобная Чингисхану? Ведь ни до, ни после у монголов не появлялось сколько-нибудь заметной исторической фигуры. Даже спустя 800 лет монголы не смогли изменить ни привычного уклада жизни, ни своей ментальности. Для побед, одержанных Чингисханом, недостаточно было иметь просто огромное войско, численность которого тоже явно преувеличена. Воинам нужна была независимость от прежнего образа жизни. Представить себе кочевника-скотовода, попутно принимающего участие в великих исторических битвах, сложно, если не сказать невозможно. Когда война становится работой, ни о каком совмещении функций и речи не идет. Следовательно, миф о примитивных ордах кочевников, которые брали города и государства, не умением, а числом, слишком шаток. Логика подсказывает, что такое победное шествие монгольских племен на огромных просторах Евразии невозможно без укорененной в их повседневном быту более сложной общественной структуры, чем это принято считать. И такая структура была. Общество светлых монголов, европеоидов, будучи этнически однородным, строилось на принципах военной демократии. Во главе союза племен издавна стоял владыка, которому подчинялись верховные правители родов. Такой личностью был прадед Чингисхана Кабул-хан. Он олицетворял одновременно жреца, главнокомандующего и высшую судебную власть. При этом каждое племя, входившее в союз, имело похожую структуру. Здесь следует отметить, что такое разделение функций было характерно для скифских, сарматских и аланских союзов. У средневековых монголов Чингисхана общественная структура делилась на жрецов, представителей культа, военной аристократии с подчиненными ей воинами и всех остальных членов племен. При этом жречество в монгольском обществе играло существенную господствующую роль. Армия строилась по родовому признаку, впрочем, как и армия, например, алан. Члены рода, связанные кровными узами, составляли урух. Участие в военных походах для мужчин рода было обязательным. Каждый воин должен был исполнять все решения, принимаемые на общем собрании племен. Вожди, они же представители военной аристократии, они же и исполнители религиозных культов, знали все сильные и слабые стороны своих воинов, поэтому во время битвы могли использовать весь этот потенциал по максимуму. Во время нападения врага повозки ставили по кругу, при этом старейшины оказывались внутри этого круга. Военная тактика, применяемая скифами, сарматами и аланами. Члены каждого племени имели жесткое распределение обязанностей. Второе имя, прилагаемое к личному, чаще всего обозначало род занятий. Например, приставка «беги» прилагалась к имени женщин,
которые этим занимались. А термин «хатун», такой знакомый по турецким историческим сериалам, обозначал тех женщин, которые кочевали со своими мужьями. Жены, которые оставались в Орде, термин «хатун», как правило, не получали. В летописи есть свидетельство о некоем мужчине, который исполнял все функции женщин при перекочевках, возможно, просто был калекой. В структуре средневекового монгольского общества были еще две категории людей – Унаган-багал и Онг-багал. Унаган-багалы были вассалами, для которых отойти или примкнуть к военачальнику было вопросом поддержания своего существования. А вот Онг-багалы считались опорой сильного человека, обладали привилегиями. Особняком в иерархии общества светлых монголов стояла категория людей, к имени которых прибавлялась приставка «беки». И это была не просто приставка, это был титул, жреческий титул. Обычно беки становились первые сыновья, но жречество и религия – это предмет отдельного разговора, не будем пока углубляться. Кроме того, мои исследования показали, что средневековые монголы делились на степных, лесных и горных, а это сильно меняет дело. Бесспорно, главным занятием светлых монголов Чингисхана было кочевое скотоводство. Кроме скотоводства, они занимались охотой, пчеловодством, рыболовством, а главное, прекрасно знали железо. У них была целая легенда о железе, и целые племена занимались выработкой железных руд. Но что самое удивительное, средневековые монголы Чингисхана, светлые монголы, имели развитое производящее земледелие, на которое указывают земледельческие культы, которые я перевела, и исторические источники. Путевые заметки Жан де Хоя рассказывали о жителях Каракарума, орошающих свои поля и имеющих огороды. Путешественник Иосафат Барбара писал: около февральского новолуния устраивается клич по всей Орде, чтобы каждый, желающий сеять, приготовил себе все необходимое, потому что в мартовское новолуние будет происходить сев. Параграф 35. И на этот сев светлые монголы выезжали всей Ордой, а хан объезжал посевы, которые располагались между собой на 2 дня пути. У светлых монголов были наложницы, которые в летописи стоят как хуме. И перевод этого слова объясняет их род занятий. Исторические документы говорят о том, что по течению реки Керулен встречалось много полей с пшеницей и коноплей. Изделия из конопли были очень качественными и красивыми. Конопля была известна также и скифам. Они также шили из нее одежду и использовали при паровой бане. Но если вернуться в наши дни и посмотреть на состояние земледелия в современной Монгольской Народной Республике, то мы увидим, что потомки темных монголов и в этом кардинально отличаются от светлых. Например, строго запрещается копать землю сахой, лопатой, ножом свыше 1 горсти, то есть ранить землю, без специального обряда подношения даров сержем. По мнению современных монголов, это влечет несчастье. Вопрос о необходимости земледелия встал в Монголии вообще только в 50-х годах XX века. Поэтому для повышения земледелия правительство Монголии начало реализацию программ, таких как «Зеленая революция», чтобы привить современным монголам первичные навыки сельского хозяйства, не только животноводства как основной отрасли. Если бы современные монголы действительно были потомками средневековых монголов Чингисхана, то навыки земледелия за 8 веков только бы усиливались и развивались. Но мы имеем совершенно обратную ситуацию. Поэтому, говоря о монголах Чингисхана, мы ведем речь о совсем другом этносе, который, возможно, и наложил этот запрет
на темных. То, что общество светлых монголов строилось по законам военной демократии, вовсе не означает, что структура подобного типа была не способна создать полноценно функционирующее государство. Для того, чтобы это стало возможным, в исторической памяти этого этноса должны были храниться примеры из прошлого. И они были. Скифское царство на юге современной России, Вандало-Аланское королевство в Северной Африке, Боспорское царство в Крыму, Южное Аланское королевство на юге современной Франции, Северное Аланское королевство, государство Передней Центральной Азии, Аланское царство на Кавказе. Видимо, эта способность к власти, свойственная скифам, сарматам и аланам, отмеченная в свое время Иосократом, была генетическим свойством, которой в полной мере обладали и их потомки, светлые монголы-европеоиды. Приведенный перечень государств является ярчайшим примером организаторских способностей аланского этноса, в орбиту которого был вовлечен весь мир. И в этом ряду вершиной его величия стало образование огромной монгольской империи Чингисхана. С вами была Джиова Залина, автор книги «Чингисхан. Аланский след». Спасибо.